Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В жизни каждого человека на определенных этапах жизни появляются возрастные кризисы. Они тесно связаны с личностным ростом человека. Всего есть 7 возрастных кризисов. Когда вы досмотрите видео до конца, то узнаете об особенностях кризиса середины жизни и как его преодолеть, чтобы изменить жизнь к лучшему. Друзья, подписываясь на мой канал, сразу же нажимайте на колокольчик. Благодарю всех вас за то, что вы смотрите мои видео до конца и делитесь, если вам нравится, с другими. Я очень хочу, чтобы мои видео вам помогали в жизни. Возраст действия данного кризиса от 35 до 45 лет. У каждого человека по-разному. Но эксперты полагают, что кризис середины жизни начал приходить немного раньше, так как за последние 2 года пандемия и другие факторы оказали заметное влияние на нашу жизнь. Кризис середины жизни затрагивает самые разные сферы жизни человека. Личные отношения, жизненные возможности, профессиональную реализацию, материальный достаток. Также этот период переживания физических изменений. Здоровье начинает подводить, накрывает чувство, что жизнь идет к закату. Появляется внутренняя неудовлетворенность собой. В реальной жизни вроде бы все хорошо, но внутри человек чувствует себя плохо. Каждый человек преодолевает этот кризис в зависимости от своей карты рождения. Особенно тяжело в этот период может быть людям, рожденным 11 или 29 числа любого месяца. Рекомендую вам узнать, как использовать потенциал числа 11, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему. Из моего видео «Магия числа 11», ссылка на которое сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании к этому видео. Кроме того, очень сильное влияние данный период оказывает на людей, в дате рождения которых нет одновременно четверки, пятерки и шестерки. Например, дата рождения 10.03.1983 года или 17.02.1978 года. Они, как правило, страдают от распавшихся браков, несчастных отношений и явного смятения всей своей личности. А людям, рожденным 13, 14, 16 и 19 числа любого месяца, в этот период следует учитывать влияние на их жизнь чисел кармического долга. Информацию об этих числах можно узнать из моего видео «Числа кармического долга», ссылка на которое есть в конечных заставках и в описании к этому видео. Во время данного кризиса у человека появляется желание кардинально все изменить. Желание перемен понятно и даже естественно, но глобальные изменения в жизни редко проходят гладко. Повседневная жизнь, которая была до сих пор, становится невозможной. Поэтому одни начинают стараться как-либо изменить внешнюю жизнь. Меняют место жительства, уезжают за границу, меняют профессию, семью. Особенно это проявляется у людей, рожденных 5, 14 и 23 числа любого месяца. Другие люди изменяются внутри, меняют свое мировоззрение, мышление и образ жизни. Происходит глубокая трансформация души и всей жизни человека. Появляется возможность осознать свои личные проблемы, внутренние страхи, негативные подсознательные программы и изменить их на веру, надежду и самореализацию, а также найти свое предназначение в жизни и начать полноценно реализовывать себя. А есть и такие люди, которые так и не могут смириться с этой ситуацией. У них не происходит внутренняя трансформация, и собственные страхи приводят их к краху. Человек начинает стареть внутренне и внешне, и вторая половина его жизни становится полной боли, недостатка, болезней и всяческих проблем. Рекомендую вам найти в плейлисте «Число души» видео с информацией о себе и интересующих вас людях, для того, чтобы максимально использовать потенциал своей карты рождения в данный период. Ссылка на плейлист сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании к этому видео.
Для многих людей, которые сейчас находятся в этом кризисе, последние 2 года дали шанс провести большую переоценку. И сейчас они должны принять решение, как им двигаться дальше, учитывая, что пандемия обнажила недостатки во всем, в том числе ужесточила условия прохождения кризиса середины жизни. Интересно, что женщины и мужчины преодолевают этот кризис по-разному. Как же преодолевают этот кризис мужчины? Одни мужчины начинают реализовывать свои юношеские мечты, поднимаются по карьерной лестнице, либо делают политическую карьеру. Еще один способ реализовать себя – это приобрести второе или даже третье высшее образование, либо начать заново учиться новой специальности. Особенно это свойственно мужчинам, рожденным 1, 8, 10, 17, 19 и 28 числа любого месяца. Другие мужчины уходят из своих семей и создают новую семью. Они снова становятся отцами, у них рождаются дети, хотя может быть и так. Мужчина официально не разводится, но заводит новые отношения с другой женщиной, которая, как правило, намного моложе его. Может быть, через некоторое время он и вернется в семью, но в данный период ему хорошо с новой женщиной. Есть мужчины, которые начинают пить, и в итоге этот процесс оборачивается алкоголизмом. Или наоборот, мужчины начинают интересоваться здоровым образом жизни, заниматься спортом. Бывают и такие случаи, когда мужчины начинают интересоваться психологией, философией, религией. Они меняют свое мировоззрение, заново переоценивают свою систему ценностей и снова находят себя и смысл жизни. Бывает и так, что мужчины используют сразу несколько методов и создают новую семью, и уезжают за границу, и поднимаются по карьерной лестнице. Как же преодолевают этот кризис женщины? Одни женщины превращаются из эффективных карьеристок в превосходных домохозяек, пытаются совмещать и работу, и семью. Другие начинают учиться, получают специальность и удачно стартуют в профессиональной деятельности. Они наконец-то разрешают себе реализовать идеи своей молодости, для которых до сих пор у них не было времени. И у них это очень хорошо получается. Женщины могут реализовывать себя в профессиональной, общественной или политической деятельности, продвигаться по карьерной лестнице. Некоторые женщины, имея взрослых детей, еще раз решаются рожать. Есть женщины, имеющие до 40 лет неудачную личную жизнь, еще не были замужем, либо уже разведенные, создают новую семью и чувствуют себя счастливыми. Особенно это свойственно женщинам, рожденным 2, 11, 16, 20 и 29 числа любого месяца. Есть еще одна возможность у женщин – это заболеть и убежать от кризиса в болезнь. Тогда некогда думать о себе и своей жизни, ведь надо бороться с болезнью. В период данного кризиса психика человека очень чувствительна и ранима, особенно у людей с большим количеством двоек в дате рождения. Например, дата рождения 22.02.1982 или 22.12.1985. Поэтому очень важно в это время сознательно подбирать свое окружение для получения положительных эмоций. Это самый сложный и трудный кризис. Здесь нет общих рекомендаций для всех. Когда вы хотите внести какие-либо изменения в свою жизнь, то вам полезно иметь данные о том, что плохого произойдет в случае, если вы ничего не будете делать, и сопоставить это с великолепными достижениями от внесения изменений. Хорошим способом для этого является ведение дневника, который представляет собой процесс записи ваших мыслей. Сам процесс письма действительно очень помогает. В некотором смысле это похоже на терапию. Вы не обязательно получаете обратную связь, но вы можете извлечь пользу от излияния своих мыслей и эмоций в этот чудесный дневник. Запомните, с кризисом середины жизни сталкиваются все люди.
И самое важное – это то, что из него можно выйти победителем и изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону. И в этом вам может помочь информация о вас и интересующих вас людях, которую вы можете найти на моем канале «Нумерология с Людмилой Савиной». Друзья, подписавшись на канал и нажав на колокольчик, вы не пропустите мои новые видео и прямые эфиры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Ваша оценка очень важна для меня. Учитесь жить в гармонии со своей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. До новых встреч!